Енисей с Эвенкского «Большая река». Он несет свои воды от границ Монголии до Ледовитого океана более 4000 километров. Еще его называют Срединной рекой или хребтом России. Он действительно делит страну на две примерно равные части. И вместе с тем на Енисее, особенно в его верховьях, есть места, где много лет не ступала нога человека. А ведь некогда там был настоящий этнический котел, откуда по всей Евразии расходились племена и народы. Первыми из русских людей пришли на Енисей отряды казаков. Очень скоро они доплыли до устья и выяснили, что река впадает в Студеный океан. Гораздо загадочней были земли вверх по течению, отгороженные стеной Саян. Первыми туда отправились авантюристы, лихие люди. Их называли бугровщиками. Это были копатели древних курганов, искатели кладов. Отправимся и мы вслед за ними. Впрочем, теперь мы поплывем не по той реке. Енисей изменился, когда на нем была построена Саяно-Шушенская ГЭС. Самая мощная электростанция в России с высотой плотины 245 метров. Местные жители говорят, что она убила реку. Выше плотины разлилось Саянское море. Уровень воды поднялся на 100 метров. Берега, а с ними многие свидетельства истории, были затоплены. Устья быстрых горных ручьев превратились в ленивые заводи. В них вплываешь, как в долину мертвых. Раньше Енисей очищался сам, вынося поваленные деревья в океан. Теперь его перегородила плотина. Перед ГЭС бревна вылавливают и сваливают на берег. Гниющая древесина насыщает воду фенолами. Вода Енисея стала мутной. Изменился состав рыбы. Уже нет в реке хариуса, ленька, других ценных пород. Зато появилась щука, да житель всех водохранилищ – лещ. Укрощенная река стала гладкой дорогой в дикий мир Саян. Мы плывем вдоль территории Саянского заповедника. Он находится на правом берегу Енисея. Нужно представить наших спутников, точнее сказать, проводников. Капитан катера «Улар» Сергей Джоу, или Джоус, как его все зовут. Его отец китаец, сам он родился в Эвенкии, по духу настоящий сибиряк. Он работает в заповеднике со времени его основания. Но когда в 90-м году окончательно разлилось Саянское море, от обиды за Енисей он уехал работать в Центрально-Сибирский заповедник. Но родные горы тянули назад. Через 6 лет Джоус вернулся. Большую Березовую прохожу. Ночевать буду, топи баню. А вот помощник Джоуса, Андрей, юнга нашего корабля.
а также Игорь Калмыков, начальник охраны Саяно-Шушенского заповедника. И пес по кличке Саян. А это мы. Плавание было долгим. Поворот следовал за поворотом. Катер словно ввинчивается в Саянский хребет. Саян первое время неподвижно стоял на передней палубе, как одна из тех фигур, которые раньше вырезали на носах кораблей. Может, он ждал, что перед ним вдруг что-то выскочит из воды? Какая-нибудь речная собака? Но этого не произошло. А красоты его тезки, горного хребта, Саяна не занимали. Он оставил свой пост и начал слоняться по судну в поисках занятий. Заглянул полюбезничать с хозяином. После затеял бой с его помощником. Когда и это надоело, он растянулся на палубе. Очевидно, Саян уже жалеет, что ввязался в это плавание. Оживляется он, когда проплываем какие-то глухие селения. Но мы проходим мимо, не останавливаясь. Возле первого по дороге кордона заповедника катер останавливается. Одна из собак, встретивших нас бодрым лаем, мать Саяна. Правда, его не выпустили пообщаться с матушкой. Мы здесь ненадолго. Узнать последние новости заповедника и снова в путь. А его потом не дозовешься. Иной раз Саян проявлял беспокойство, когда вокруг не было никаких признаков жилья. Значит, нужно смотреть на скалы. В одном месте на берегу мы заметили избу. Она давно оставлена хозяевами, кто ее срубил и когда, неизвестно. Но стоять ей здесь долго. Она построена из лиственницы, чудесного по своей прочности дерева. В Сибири раскапывают курганы, где находят саркофаги из лиственницы, боевые колесницы с колесами, сплетенными из ее корней. Курганам 25 веков, а дерево только потемнело и приобрело твердость камня. Лиственница – это золото Саян. И осенью, кажется, она действительно в него превращается. И вдобавок делает золотыми воды Енисея. Впереди нас ждал еще один кордон. И тут Саян не утерпел и совершил... В общем, он повел себя крайне бестактно. Передав инспектору необходимые вещи, мы поспешили дальше. Эх, Саян, Саян, не стыдно? Нюх у тебя хороший, да глуп ты еще. Чем выше по Енисею, тем пустынней становятся горы.
Река разрезает Саянский хребет. Тут не нужно искать горных перевалов. Вдоль реки можно пройти из Сибири в монгольские степи. По берегам стоят каменные богатыри. Наверное, когда-то они имели имена: кыргызские, тывинские, хакасские. Многое видел Енисей. В нем отражались всадники с широкими скулами, узкими глазами и с тугими луками за плечами. Купцы с коробами соболиного меха, направляющиеся в Поднебесную к китайскому императору. Но все это осталось в глубине веков. Сейчас в Енисее отражаются только горы и небо. По воде побежали солнечные дорожки. День заканчивается. Мы подъезжаем к дальнему кордону. В эти края даже катер заповедника доходит редко. Лесники, живущие на кордоне, поставили на берегу идола и назвали его «Где ж ты, Джоус?». А неутомимый Джоус, оставив нас здесь, ушел ночью по делам вниз по реке. Кордон называется Ирбис, потому что в этих краях чаще всего встречают снежного барса. И наутро мы отправились в горы. Вскоре мы наткнулись на место пиршества барса. Останки Козерога лежат возле скал. Оттуда и пришла его смерть. Обычно барс выслеживает добычу, прячась выше по склону, и прыгает на нее сверху. Для опытных охотников лес как книга. Каждый след, каждая сломанная ветка может рассказать о многом. Здесь, на утоптанной площадке, недавно происходил бой между самцами козерогов. А этот, вероятно, умер от старости, но после его тело нашли волки. Вот все, что от него осталось. Возле ручья мы увидели следы серых хищников. В эту пору волки уже начинают собираться в стаи. Волчьи следы отличаются от собачьих. В первую очередь, что волк цепочкой идут следы, но не всегда. Второе, у собаки более разлаписто, чем у волка. У волка более сжата лапа. И третье, вот между передними вот этими пальцами и боковыми у волка можно вот как бы спичку положить. Вот здесь хорошо видно. Отпечатки вот эти идут, и вот этот идет. У собаки вот эти пальцы будут заходить сюда. И вот такого расстояния здесь нет. Вот такие простые отличия. Ясно, в общем-то. Мы поднялись над рекой. Здесь прекрасная смотровая площадка. Видно, как возвращается Джоус на Уларе. Наверное, если крикнуть, то все ущелья ответят многочисленным эхом. Но мы старались не шуметь.
не пугать тайгу и ее обитателей. Скоро она огласится криками моралов и козерогов. У них начнется гон. Поздней осенью, когда уже первый снежок покроет землю, они начнут извечные споры о продолжении рода. Где-то в этих горах заканчивается Красноярский край и начинается Тыва. А в 8-9 веках здесь проходила граница между уйгурским каганатом и государством кыргызов. По берегам стояли крепости. На высоких буграх, вроде этого, дежурили дозорные и разжигали костры, предупреждающие об опасности. Это был последний наш день в Саянском заповеднике. Когда мы спустились к кордону, подошел катер с немецкими туристами-охотниками. Левый берег реки незаповедный, там охотиться можно. С этими охотниками мы уже встречались, когда плыли по реке. И вот новая встреча. За это время и мы, и они лазили по горам. Они с ружьями, мы с камерой. Состоялся прощальный ужин. Гости из Германии делились своими впечатлениями. Все, говорит, забрали булочки. Но когда принялся рассказывать свои охотничьи байки Джоуз, его было уже не остановить. Они поехали на смотровую площадку сначала. А уже совсем поздно немцы, видимо, загрустили по родине. Губная немецкая гармошка странно звучала в тишине сибирских гор. Наутро Джоуз довез нас до границы Тывы. Пересев на машину, мы отправились туда, где берет начало Енисей. В столице Тывы Кызыле сливаются две реки – Бийхем и Кахем, или Большой Енисей и Малый. Вместе они дают начало, собственно, Енисею. В Тыве мы снова направляемся вглубь Саян. Но теперь вглубь истории. Когда-то весь этот край русские называли Соянской землей. Отсюда и пошло название гор. А Сояны – это то ли древний народ, то ли родоплеменной союз, некогда населявший эти края. В уйгурском каганате соянов насчитывалось 200 тысяч воинов. После разгрома каганата китайцами многие из соян ушли в горы. Очевидно, они являются предками некоторых тувинских родов. Но вообще в тувинцах намешано много кровей, в том числе и монгольские. По обычаям, укладу жизни тувинцы очень близки монголам, особенно в степях Южной Тывы, куда мы и отправимся. В горах на перевале мы остановились возле священного места. Здесь полагается делать остановку, чтобы расположить духов гор. Шаманизм – старая религия тувинцев.
В XIII веке сюда пришел северный вариант буддизма – ламаизм. Но ламы вполне уживались с шаманами. Были случаи, что они даже вступали в браки с шаманками. Сейчас основной религией Тывы считается буддизм, но и языческая вера не забыта. В горах часто можно встретить подобные капища. Природа Тывы уникальна. Второго такого региона в России не найти. На, в общем-то, небольшой территории здесь сменяется множество природных ландшафтов. Сейчас мы в горной тундре, чуть ниже – тайга, а спустившись с хребта Танну-Ола в Упсунурской котловине, мы оказываемся в настоящей пустыне. Это самая северная песчаная пустыня на планете. Всего в десятках километров в тундре живут северные олени, а здесь верблюды. Но эта пустыня отличается от более южных тем, что пески закрепленные, барханы стоят неподвижно. Кажется, что здесь, как в любой пустыне, жарко. На самом деле сейчас дует ледяной ветер. Солнце за лето прогревает только верхний слой, а внутри пески мерзлые. Ветру такие барханы не сдвинуть. К пустыням примыкает Великая степь, родина кочевников. В ней тоже жили скифы. Они населяли огромную область от Хингана в Северном Китае до Причерноморья. В степи мы встретились с чебаном. Его зовут Дадарол. По образованию он филолог, когда-то учительствовал в школе. Кроме того, он автор тувинско-монгольского словаря. Но писал он его уже в юрте, став чебаном. По обычаю нам поднесли зеленый чай с молоком. Он даже не расценивается как угощение. Этот обычай – своего рода приветствие, знак расположения. А уже после угостили и белой молочной водкой аракой. Белый цвет у тувинцев в особом почете. Он символизирует мир, достаток, спокойствие. Раньше тувинцы оббивали юрту белым войлоком. Ее издалека видно, и значит, ее хозяева всегда рады гостям. Впрочем, гостям рад любой тувинец. Особенно сейчас, когда юрт в степи мало, многие чебаны уже откочевали в горы. Все, что связано с юртой, сложнейший церемониал, выработанный веками. Заходя в нее, гость должен оставлять снаружи оружие и плеть, который погоняет коня. В доме не должно быть ничего, что связано с враждой, насилием. Гостевое место в левой стороне юрты. Наиболее почетные гости усаживаются напротив входа. Территория хозяйки в правой части юрты. Гостям ходить туда без ее разрешения нельзя. А самое священное место юрты – очаг. Раньше путешественники отмечали интересную черту тувинцев, проявлявшуюся в беседе. Гость, рассказывая о себе, говорил «моя убогая юрта», хотя могла быть богатой, белой. Или «моя глупая жена», даже если она 7 пядей во лбу. То есть о своем говорил с уничижением. И наоборот,
о всем хозяйском выражался в превосходных тонах. Понятно, что многие обычаи со временем стираются, но черты характера народа изменить очень сложно. Соблюдать законы степи нужно каждому. Ведь степь большая, но в ней не спрячешься. Каждого человека видно как на ладони. В соседней юрте сегодня праздник. Собралось много народу. Молодой тувинец разделывает барана по монгольскому обычаю. Через разрез в теле животного рукой разрывается артерия возле хребта. Говорят, что умерщвлять скот таким способом постановил сам Чингисхан. Резать животное считалось грехом, ведь кровь проливается на землю. Странно для человека, лившего реки человеческой крови. Каждый, кто в это время оказался возле юрты, приглашается на угощение. Этот обычай делиться едой называется уча. Тоже один из законов степи, установленный, чтобы помогать бедным. Упсунурская котловина издревле была обжита человеком. Одни народы сменялись другими. Здесь жили скифы, хунны, уйгуры. В этом небольшом районе насчитывается около 400 курганов, захоронений вождей и славных воинов разного времени и разных племен. А в скальных останцах можно увидеть и более древние памятники. Наскальные рисунки времен Палеолита. История степных народов мало изучена, а ведь они расселились отсюда и на север, и далеко на запад. Нет, пожалуй, ни одного народа в Европе, в котором бы не текла кровь степных кочевников. Но здесь не осталось ни городов, ни крепостей. Стоянки кочевников недолговечны. Быт пастухов скромен. С чем человек приходит на эту землю, с тем и уходит. А если что и остается, то поглощает великая степь. Сейчас тувинские чабаны живут на осенних стоянках, кузеках, в местах, богатых травой. Перед зимой очень важно скоту нагулять. К зиме стада погонят в горы Танну-Ола. Там, в горных ущельях, небольших плоскогорьях, они проведут зиму. А после все начнется заново. И так будет продолжаться, пока шумит ковыль и течет река. Когда-то люди называли реки Божьими дорогами. Реки являлись подчас единственным способом сообщения между народами. Сейчас построено множество дорог, но все же именно благодаря Енисею мы познакомились с такими разными людьми.
Ради этого уже стоило отправляться в путешествие.